Добрейший вечерочек, с вами вечерний Шуберт. Сегодня мы вновь находимся в моей ванной, а значит речь пойдет о проявке пленки. И точнее мы сегодня поговорим о том, как мы будем разводить химикаты для проявки цветной кинопленки, то есть кинопленки кодек с сажевым слоем по процессу SEN2, а также по процессу SIS-41 проявку обычных фотопленок. Эти химикаты подходят. Вот такой набор я приобрел у Антона Иванова. Это такая есть контора у нас проявочная, называется проявочная, находится она в Новосибирске. Вот Антон проявляет всевозможные пленки, в том числе очень старые, редкие пленки. И вот теперь он продает еще химикаты для самостоятельной проявки, как я понимаю, ну, как по его секретам, что они сделаны на основе, вот цветная проявка сделана на основе ЦПВ-1, такого забытого уже проявляющего вещества, которое было в советских проявителях. Но это новое вещество, которое сейчас синтезирует какие-то его знакомые в Москве секретные химики Хайзенберги. Вот, вместе с метамфетамином, видимо, они его еще и делают, этот ЦПВ. Как уж его произнести тяжело, это какой-то парааминофенилендиксиланилинсульфат. Вот, то есть такая вот соль. Вот, и что в этом ценном наборе, что он позволяет обрабатывать такие пленки при температуре 24 градуса, то есть в холодном, скажем так, режиме. А самое сложное в цветной проявке — это, как правило, держать кодековский режим. А он предполагает 38 градусов температуры растворов с очень большими допусками. Это значит, что должна быть баня некая, то есть какая-то машина, точнее проявочная, где бы это все можно было проявить. Используя эту химию, как утверждает автор, можно проявлять с успехом цветные негативы при комнатной температуре 24 градусах, так скажем. И еще, что немаловажно, можно при этом холодном процессе обрабатывать и старые пленки, такие как Орбах, DSLN, советские пленки, что мы тоже попробуем сделать. То есть, вот, ну, основная цель, конечно, это проявить вот кодек. Залежался кодек, кино нет пока такого большого. Вот такие пленки лежат 500T Vision, вот 35 мм. Ну, надо попробовать хотя бы на фото какие-то кусочки поснимать в качестве проб, насколько живые эти пленки, и сделать пробы, да, на фото. А проявить, поскольку такую фотопленку в фотоленде, скажем, в фотоцентрах не смогут, вот, потому что там сразу же сажа, вот эта, которая покрывает пленку с обратной стороны, а по подложке она сразу же забьет машину и все испортится. А здесь в этом комплекте есть и набор для смывки сажи. Вот посмотрим распаковку. А вот это отбелка. Ну, видно сразу красная кровяная соль. То есть тут отбелочка идет. Такая вот. Следующий пакет. Вот. Тут два компонента. Проявитель. То есть вот, если бы тут ЦПВ было старое, оно было бы не как вот сейчас такое кремовое, а скорее всего это было бы черное. Вот я доставал недавно цветное проявляющее вещество из советских запасов, там абсолютно черная такая масса. Ну, проверим, насколько это эффективно. Затем есть следующий пакет, это, наверное, смывка сажи, да. Смывка сажи — это метабисульфид калия, насколько я помню, рецептуру SEN2, то есть кодековского кинопроявителя. Это метабисульфид и фиксаж, самый большой. Но фиксаж, насколько я понимаю, для цветной проявки тоже особенный. Это метабисульфид, но не натрия, а аммония. Вот. Ну, плюс какая-то добавка еще, наверное, хлорид аммония еще добавлен, не знаю. Вот такое вот содержимое распаковки. Вот. Ну и еще нужен уксус, уксусная кислота, точнее, для того, чтобы концентрирован, вот 70%, для того, чтобы сделать останавливающую ванну, так называемый останавливающий раствор, чтобы прервать проявление и погасить кислую среду, погасить щелочь, то есть кислотой. Итак, приступаем к разведению. Инструкцию по разведению можно найти, опять же, в этой же проявочной. То есть заходите в ВКонтакте, в Инстаграме есть группа. Но вот тут в ВКонтакте есть подробная статья проявочная. Цветная проявка дома. Вот, это просто называется. Ну, посмотрим. И вот здесь есть инструкция к
разведение на 300 мл проявителей всех компонентов. Я же взял набор на 0,5 мл. Он позволит, ну, 0,5 литра позволит вот в таком бачке проявлять сразу по 2 пленки цветные, то есть вертикальные, то есть пол-литра. Вот. Ну, начал я с того, что все должно быть абсолютно чистое. Вся посуда должна быть отмыта от черно-белой проявки, во-первых, то есть все бачки и прочее, вот такие вороночки. И нужно использовать только дистиллированную воду. Во всяком случае, для проявителя и отбелки, и фиксажа. Но вот сюда рекомендуют как называется, в останавливающий раствор просто воду, а в отбелку, в этот самый смывку сажи тоже кипяченую. Но я все-таки везде поставил дистиллированную воду, потому что сейчас вода из крана плохая идет, да и у нас почему-то. И к тому же цветная проявка всегда требует, я знаю еще из технологий, знаю, что цветная проявка требует чистых реактивов и чистой посуды дистиллированной воды, потому что все эти соли, которые содержатся в воде, все это влияет на свет. Поэтому я вот такую баклажку запасся. Вот, предварительно я подогрел все по 0,5 литра раствора. То есть там рекомендуется 30-40 градусов. То есть, ну, около 40 градусов, я думаю, то есть теплая вода такая хорошая есть в них. То есть, ну, чуть больше половины наливаю, потом буду добавлять до 0,5 литра, как обычно все проявители. Вот. Ну, вот отбелка, фиксаж. Все я решил сделать для чистоты эксперимента на дистиллированной воде, тем более она осталась. Проявки так. Тут же приводится инструкция по времени проявки. Вот тут интересно, что вот при 24 градусах 13 минут 30 секунд проявка цветной пленки. Что если N2, что если 41. А если для сравнения по полному, по 38 градусов, она всего проявляется за 3 минуты. То есть, ну, то есть все-таки лучше, но это все-таки в машине за 3 минуты, а у нас, пока мы переливаем туда-сюда, то есть лучше все-таки пусть будет медленно, тогда будет более равномерный результат. Но во всяком случае должен получиться. Вот. Тут даны стадии операций. И, собственно, как будем сейчас как по инструкции полностью мы составим. Все, как говорит сам продавец. Проявочная. Так. Смывку сажи готовим. Просто добавь воды, как инвайт. То есть мы смывку просто растворяем в 300 мл воды, где у нас смывка. И все. И доливаем до верха. То есть особо она какой-то не требует какого-то приготовления. Там всего один компонент простой, то есть это метабисульфид, как я еще раз вспоминаю, скорее всего. Открываем. Вот, надо, чтобы смывка сажи, точно смывка сажи. Главное, чтобы все соответствовало, и наливать туда же, в эти же баночки, в эти бутылки. Высыпаем содержимое пакета. Для каждого раствора своя газетка. Помним о чистоте. Смывка сажи. Заливаем в смывку сажи. Что, как ни говори, ЦПВ-1 все равно ядовитое вещество, которое входит в цветной проявитель, да, что тут будем уже аккуратнее. Ну, здесь размешиваем просто. Пока смывка сажи. Пока она не растворится. Потом будем, после того, как она растворится, мы дольем туда водички дистиллированной. И до 0,5 литра уже. Тут, кстати,
На камеру всегда неудобно это делать, ну что делать? Ну надо же как-то делиться опытом, вести пиар. Пиар. Так. Так. Размешиваем, ну потом поставим отстаиваться. Уже в отстой. Так, сейчас самое главное, приготовить проявитель. Промываем воронку. Хотя я только воду лил. Мог зацепить. Вот проявитель. Здесь уже серьезные вещества, серьезные. И нужно их точно хорошо размешать. Вот проявитель состоит из 2 пакетиков, я вижу. Здесь порошок. Ну-ка съешь меня, дружок. А мне мама говорила, порошочек это сила. Пакет Б. И, наверное, А маленький. Вот это, видимо, собственно, ЦПВ, скорее всего, проявляющее вещество и есть. Такая вот доза маленькая. Так. Что говорит инструкция о приготовлении проявителя? Каждого из пакетов отдельно растворить в 100 мл теплой воды. Смешать растворы, ну тут 100, и хранить. И дополнить до 0,5, да. Все. То есть отдельно растворяем каждый раствор. То есть нужно еще, скажем, большой проявитель. Вот мы растворяем, где написано проявитель, здесь. А ЦПВ растворим в отдельной баклажке. Здесь. Промоем ее. Промоем, причем даже я бывает беру и дистиллировкой промываю внутри. Ну, мало ли там металл какой-нибудь остался, кристаллик, и все, попадет и испортит. Так, делим на 2 вот этот проявитель. То есть в одном будем растворять пакет А, в другом пакет Б. Вот, так, пакет Б. Опять же, отдельную надо. Ну, цветная проявка, она как бы более тщательности требует. Черно-белый бычок. Хотя черно-белое тоже надо. Клювом не щелкать. Ну, все-таки там я уже привык. Цветную я очень редко когда проявлял. Несколько раз Е41 процесс, несколько раз Е6. Ну, слайды, но мне не очень нравилось, получалось. Возможно, химия была севшая. Ну и эти самые я проявлял. Орвахромы, орваколор. Так, проявитель насыпаем содержимое большого пакета Б. Пакета Б. Пол надо удобно взять, чтобы ничего не просыпать. И одну порошинку. Иначе соотношение уже другое будет. Я же его не знаю здесь. Но тут уже доверять инструкции только. В принципе, что-то спросить можете мне, а можете в проявочную, которую я пиарю сегодня, найти в Инстаграме или в этом. Как его? ВКонтакте. А тут вон гидроксиламин или что-то подобное. Конечно, лучше делать в перчатках. Цветной проявитель сейчас пойдет. Ну, ладно.
Вот, собственно, самое главное в проявителе, собственно, что проявляет цвет, это проявляющее вещество. Открываем, высыпаем сюда. Каждый грамм этого наркотика цветного не должен пропасть. Миллиграмм. Всего грамма 3, наверное. Все. Ну, отдельно в теплой воде растворяем его. Аква, диско, тека, аквадискотека, аквадискотека. Вот пока не растворятся два компонента. И теперь опять же через вороночку, аккуратненько, где у нас воронка. Так, стеклянная, вот она. Ну, вот содержимое уже выливаем в банку. Ну, в основную бутылку. Так, в основную бутылку. Так, сказал бедняк. Ничего, осадка никакого нет. А то проявитель кончится, а осадочек достанется. Надеюсь, проявочная не подведет. Осадочка не будет после этого обзора. Уж у меня пленки довольно-таки любопытные. Сначала я на какой-нибудь шняге потренируюсь. Вот все, два я слил компонента цветного проявителя, добавляю туда до 0,5 литра воды. Да. Вот, а проявитель уже токсичный ведь. Поэтому следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Вроде прозрачно, никакого осадочка. Все прям без остатка растворилось. Ну и обязательно после цветного проявителя сразу же помоем ручки. Посуду помоем. Почистим зубки. С мылом. Так, теперь следующее у нас уксус. Точнее, надо сделать, как называется это, останавливающую ванну самому делаем. Ну, нужна именно кислота, а не просто уксус, потому что нужно, ну, хотя, может быть, и можно уксус, но нужно 3%, чтобы было. Ну, 3% вот на такую баклажку, то есть больше, чем 0,5 литра. О, кто-то пишет уже. Нужно примерно, которая больше, чем 0,5 литра, примерно 20 миллилитров кислоты 70%. Так. Осторожно, кислота тоже обжигает очень сильно. Можно быть здоров. Так, отмерить. Надо лучше бы мерной колбой. Опять же, помоем ее. Хоть она и чистая, но мало ли. Ее можно в кипяченой воде тоже растворять. В принципе, остановка проявления там все равно пойдет. Примерно вот так. Около 20 миллилитров. Так, все над ванной.
Кислота есть кислота. Закрываем, чтобы уксус не выдохся, не превратился в вино. Так, промываем посуду после кислоты. Так, это все использовали мы. Так, это на утилизацию пакеты. Так, теперь следующее у нас идет, это мы приготовили уже все. Отбелка, тоже из двух у нас компонентов она состоит. Это фиксаж последний, так, для отбелки. Отбелка, вот она. Опять же берем чистую газетку. Насыпаем. Кстати, как она готовится, почитаем заодно. Последовательно содержимое пакетов А и Б в теплой кипяченой либо дистиллированной воде. Тут все просто. Неважно, даже не подписаны. А, нет. 1, 2. Последовательно, значит, сначала 1, красная соль, потом 2. Так и сделаем. Тоже, кстати, яд. Соль красная кровяная. Злой яд. Ну, менее, по-моему, ядовитая, чем хромпик. Дихромат калия, там, который в черно-белой проявке обращаемый. Это дичь. Так. Самый красивый химикат. Из него раньше в школах кристаллы выращивали. Ну, из него, из хромбика. А сейчас все безопасная среда. Сидите в гаджетах и больше ничего не знаете. Так, растворили один пакет. Отбелки, вот такая жижа. Вот как растворится, сразу последовательно второй. В эту же газету. Та же химия. Так. Так я говорю, потому что я смотрю, идет ли звук с петлички. А не потому, что паразитное слово. Что-то закупорилось. Вот теперь. Все, газета в расход. И разводим дальше. После этого добавляем опять же, так, через чистую воронку добавляем дистиллированной воды в эту баночку. До пол-литра. Все, отбелка готова.
отбеливающий раствор. И остался последний фиксаж. Вот растворить. И просто добавь воды. Так, отдельно на фиксаж бумажку. Проявка на коленке. Все на коленках делаем. Сколько много тиосульфата. Наверное, все-таки тиосульфат аммония там, насколько я помню. Цветной проявки. Рецепты есть. Но вот именно этот рецепт какой-то у них особенный. Как бы адаптированный для домашнего любительского. И не совсем такого нормального применения, так как обычно это всегда цветная проявка кодоковская идет в горячем растворе 40-38 градусов, там 0,01 погрешностью. Так, растворяем тиосульфат. Все, бумажка в расход. И растворяем фиксаж. В принципе, у нас весь набор готов. То есть меньше чем полчаса мы потратили на разведение этой химии. То есть она вся в сухом виде, ее можно по почте куда угодно посылать, поэтому проблем нет. В отличие от мокрой химии, от разведенной. Вот, то есть, в принципе, у меня все растворы готовы. Сейчас добавим, дольем дистиллировки сюда. И что для длительного хранения нужно будет выдавить воздух из них. То есть, во всяком случае, в проявителе, отбелке, особенно вот проявитель, как мы видим, мы практически открываем полностью, чтобы воздух дошел до края, и затягиваем. Таким образом, без доступа воздуха получается хранение. Это нужно для того, чтобы хранить, ну, я не знаю, там, больше месяца там или сколько. Я буду быстро все это использовать. Ну и в таком комплекте якобы можно проявить около 10 пленок. Там, увеличивая там, после третьей пленки или четвертой там, время на 2-3 минуты. Там есть таблица. Но это все надо экспериментировать, гарантировать я не буду. Поэтому проявлять будем мы кинопленку, фотопленку по процессу ECN2 в следующей передаче. Так что смотрите нас, ставьте лайки. Пока!